Мне часто указывают в комментариях к видео, что я неправильно пишу «латвиец» вместо «латыш». Под латышом подразумеваюсь, как вы понимаете, я сам. Но, знаете, если бы здесь в Латвии я кому-то из знакомых сказал, что я латыш, то у собеседника это не вызвало бы ничего, кроме смеха. Впрочем, не все так просто. Когда я впервые столкнулся с графой «национальность» в анкете западного государства, то довольно быстро выяснилось, что вписать туда русский никак нельзя, потому что наличие у меня латвийского паспорта исключает такую возможность. Пришлось написать латыш. Но сегодня говорить мы будем не о латышах, а о русских. О нас ведь в последнее время говорят очень часто. Настолько часто, что даже евреи забеспокоились, что они теперь не главные виновники всех бед человечества. А если серьезно, то говорят разное. Что мы – искусственный народ, помесь финно-угров с монголо-татарами, что у нас мания величия и извечная особая миссия, а еще что другие народы мы называем именем существительным, а вот само слово «русский» почему-то является прилагательным. И еще что у нас нет ничего своего, и даже Пушкин – наше все. Это не русский, а, прости господи, вы поняли. В общем, есть в чем разобраться, чтобы наконец расставить все точки над «и». Ах да, если вы еще не подписались, то можете сделать это прямо сейчас. А мы, пожалуй, начнем. Давайте зададимся вопросом, сколько народов существует на нашей планете? Уже на уровне интуиции понятно, что точно ответить на данный вопрос невозможно. Хотя бы потому, что ответ будет зависеть от определения понятия «народ», а также подходов в этнологии и политической географии. Тем не менее, приблизительное представление все же можно получить, основываясь на ряде классификаций. Например, если за основу взять языковые данные, то в мире насчитывается порядка 7000 языков. И даже здесь существует немало сложностей. Часто возникают споры о том, считать ли тот или иной диалект отдельным языком или просто разновидностью уже существующего. Также языки смертные. Многие из них, особенно языки малых народов, находятся на грани исчезновения из-за глобализации и других социальных процессов. А еще не удивляйтесь, но появляются также и новые языки, возникая в результате контакта разных языковых групп. Например, креольский язык, распространенный на острове Сардиния, или язык с острова Гаити, возникший на основе французского пиджина. Если же обратиться к этнологии, научной дисциплине, которая занимается анализом и сравнением культурных систем, то можно услышать оценку количества этносов и народностей, проживающих на нашей планете, примерно в районе 4-5 тысяч, в зависимости от методологии учета. Что касается народов, имеющих свое государство, то таковых, по данным ООН, насчитывается порядка 200. И даже здесь, как видите, нет точности. Но давайте хотя бы в эти дебри мы с вами лезть не будем, потому что там, как вы понимаете, все сложно. Давайте начнем с простого. Пожалуй, с этого и следовало начинать. Итак, что такое народ? Разные источники дают более или менее схожие определения, но я выбрал самое лаконичное. Новая философская энциклопедия трактует это понятие следующим образом. Народ – население определенной страны, историческая общность людей. А еще предлагаю разобраться и с другими терминами, которые уже прозвучали ранее. Например, этнос, народность и нация, а заодно и национальность. Так как это понятие нам как-то ближе и привычнее. Так вот, этнос, согласно новейшему философскому словарю, это межпоколенная группа людей, объединенная длительным совместным проживанием на определенной территории, общим языком, культурой и самосознанием. Народность, согласно Большой советской энциклопедии, это исторически сложившаяся языковая, территориальная, экономическая и культурная общность людей, предшествующая нации. И тут мы как раз выходим на определение понятия нации. Для этого я снова обращусь к новой философской энциклопедии, так как ее определение, с моей точки зрения, самое лаконичное и бьет прямо в точку. Нация, латинский «natio» – народ,
Широко распространенное в науке и политике понятие, которое обозначает совокупность граждан одного государства как политического сообщества. А вот с национальностью все немного сложнее. Тут даже не будем лезть в словари. Если кратко, то термин «национальность» может означать что угодно, от принадлежности к определенной нации, то есть гражданства или подданства, до принадлежности к этнической группе, народности. В современной России, например, это понятие традиционно отличается по смыслу от соответствующего понятия на Западе, о чем мы уже с вами упоминали выше. В советских паспортах оно даже было обязательным, но такая практика имела место не всегда. В Российской империи со времен Петра I, когда появились первые зачатки паспортной системы, пропускные листы для крестьян, и вплоть до начала 30-х годов 20 века в удостоверениях личности национальность не указывалась. В дореволюционной России главным аспектом идентификации личности был сословный статус. В документах указывались имя и фамилия, а также религия в форме вероисповедания – православная, мусульманская и так далее. А вот уже в Советском Союзе национальность стала важной частью документа, поскольку идеология СССР акцентировала внимание на интернационализме и многонациональности. Вот как это происходило. 1926 год. Первая всесоюзная перепись населения ввела понятие национальности на основе самоидентификации. Люди могли сами определять свою национальность, и их выбор фиксировался в документе. 1932 год. Национальность официально начала фиксироваться в советских внутренних паспортах в рамках утверждения новой паспортной системы. Для этого в паспорте появилась специальная графа, в которой национальность указывалась по отцу, если родители принадлежали к разным национальностям. Однако человек мог выбрать и другую сторону, подав соответствующее заявление. После распада СССР графа «национальность» утратила свой прежний статус. В новой паспортной системе Российской Федерации, введенной в 1997 году, она была исключена из основного паспорта гражданина. Однако право фиксировать национальность сохранилось в некоторых других документах, например, в свидетельстве о рождении. Итак, что мы видим? В современной России на официальном уровне понятие национальности исключено из удостоверения личности. Намек понятен. Все мы россияне и нечего там делить. Примерно как на Западе. На эту тему, кстати, уже сломано немало копий в спорах, и версии приводят разные, для чего на самом деле произведен такой маневр. От попыток снижения межнациональной напряженности и исследования общемировым тенденциям до желания определенных кругов скрыть тот факт, что, собственно, русских в России становится все меньше. Не катастрофически, но все же. Но мы не будем сейчас лезть в дебри демографических процессов на постсоветском пространстве, хотя эта тема тоже интересная. Прозвучало словосочетание «собственно русских». Так а что же это такое, собственно, русские? Друзья, огромное спасибо за вашу поддержку. Особая благодарность тем, кто жертвует на мой фильм о России и оформляет спонсорство на YouTube. Вместо стандартных бонусов в виде значков и эмодзи я подготовил для тех, кто интересуется психологией, нечто по-настоящему ценное. Я создал уникальную модель типизации личности и разработал на ее основе приложение для мобильных устройств и браузеров. Это не просто психологический тест, это ваш персональный помощник с искусственным интеллектом, способный определить ваш психотип, анализировать вашу психологическую совместимость с друзьями, разрабатывать стратегию успешного взаимодействия с коллегами, близкими или даже потенциальным партнером, давать ежедневные советы и рекомендации и многое другое. На данный момент приложение находится в стадии закрытого тестирования. Но мои спонсоры уже сейчас могут воспользоваться им в тестовом режиме. Детали доступны в закрытой записи для спонсоров канала. Спасибо, что вы со мной.
Давайте рассмотрим архетипический образ русского человека. За источник вдохновения возьмем народные сказки и былины, живопись и более позднюю литературу. Что же у нас получится в результате анализа данного массива источников? Русский мужчина предстает высоким, статным, с широкими плечами, олицетворяя физическую силу и стойкость. Его белокурые или золотистые волосы дополняет густая борода, а голубые глаза излучают одновременно доброту, мудрость и упрямую решимость. Одет он в традиционную косоворотку, украшенную вышивкой и подпоясанную широким кожаным поясом, а на ногах крепкие сапоги. В руках он может держать топор или, например, весло. С веслом даже связывают происхождение самого слова «русский». Это одна из интересных гипотез, опирающаяся на этимологию и исторические источники. Она связывает это слово с деятельностью первых славяно-скандинавских общин на территории современной России и их склонностью к речной торговле и гребному судоходству. Одной из версий является теория, что слово «Русь» происходит от финского слова «руотси». У финно-угорских народов, например, финнов и карелов, это слово обозначало варягов, которые приходили с территории современной Швеции. Руотси, в свою очередь, восходит к скандинавскому слову, обозначающему гребля или гребцы. Эти руотси были известны как воины и торговцы, перемещавшиеся на своих ладьях по рекам и озерам, особенно Волге, Днепру, Ладожскому озеру. Так их название могло закрепиться среди славян как обозначение народа, связанного с водными путями. Но давайте вернемся к образу русского человека. С мужчиной мы вроде бы разобрались. Что же касается женщины в этом образе, то она хрупкая, но при этом крепкая и статная, отражающая идеал женской гармонии. Ее длинная русая коса не спадает словно символ естественной красоты, а светлая кожа и голубые либо серые глаза отражают чистоту души и веру в лучшее. Она одета в яркий сарафан, богато украшенный традиционным орнаментом. Голову венчает кокошник или скромно укрывает платок. Ее поза подчеркивает трудолюбие. Она сидит за прялкой, переплетая нити, или уверенно несет каравай. Символ гостеприимства и жизненной силы. Согласитесь, образы знакомые и даже не такие уж фантастические. Если опустить кокошник сарафаном и переодеть такую даму в современное платье, то вот вам и соседка по подъезду. Да и статных мужчин с густой бородой и русыми волосами у нас тоже вроде хватает. И голубые глаза не редкость. Каждый пятый россиянин имеет подобный цвет радужной оболочки зрачка. А если взять все серо-голубые оттенки, то в европейской части России они стабильно у каждого третьего жителя. Но эти вышеописанные образы, все-таки будем честны, довольно сильно расходятся с реальным антропологическим разнообразием русского народа, где встречаются самые разные типы внешности. Как говорил Лев Гумилев, Русь впитала в себя кровь и культуру десятков народов, и именно в этом ее сила и уникальность. В современном мире, где геном можно расписать по буквам, а черты лица измерить с точностью до миллиметра, особенно важно помнить: русский – это не набор генетических маркеров или цвет глаз. Это принадлежность к огромному культурному пространству, которое веками впитывало в себя разные традиции, языки и обычаи, создавая нечто большее, чем просто сумму своих составных частей. Отсюда первый важный вывод. Русскость – это не вопрос крови, внешности или генов. Ну хорошо, так как же мы определим понятие «русский»? Предлагаю еще раз пройтись по уже упоминавшимся терминам, но не абстрактно, а с привязкой к теме русскости. Итак, являются ли русские этносом? Напомню, этнос – это межпоколенная группа людей, объединенная длительным совместным проживанием на определенной территории, общими языком, культурой и самосознанием. Да вроде бы являются. Мы проживаем на определенной территории, обладаем общим русским языком и так далее. Являются ли русские народностью, то есть исторически сложившейся языковой, территориальной, экономической и культурной общностью людей, предшествующей нации? Ну, вроде бы нет, ведь русские – это нация, а нация у нас обозначает, напомню, совокупность граждан одного государства как политического сообщества. Так, стоп. А как же тогда быть со мной, например? Я русский, а гражданином России не являюсь. Пока. И я ведь такой не один. Далеко не один. Так что в отношении русских термин «нация» звучит как-то усеченно, то есть по факту некорректно. Так что же мы, народность? Нет. Скажу больше. Даже относительно этноса я, возможно, погорячился, причислив русских к этой категории. А вот здесь внимание. Дело в том, что русские, как одна из крупнейших этнических групп мира,
по факту не соответствуют ни классическому определению этноса, ни народности, ни нации. И обусловлено это целым рядом исторических, культурных и социально-политических факторов. Чтобы не быть голословным, приведу несколько аргументов в пользу данного утверждения. Многонациональная природа России. Исторически русские формировались в контексте империи, включавшей множество народов и культур. Это создало уникальную ситуацию, где этническая идентичность переплеталась с интеграцией множества элементов других народов. Неопределенные территориальные границы. Определение этноса подразумевает связь с конкретной территорией, но русские с древних времен распространялись по огромным просторам, включая Кавказ, Сибирь и Дальний Восток. Этот процесс ассимиляции и взаимодействия с коренными народами затрудняет выделение четкой территориальной привязки. Границы России постоянно меняются, и процесс этот, как мы можем наблюдать, не прекращается и в наши дни. Лингвистическая и культурная гибкость. Русский язык стал основой национальной идентичности, но он вобрал в себя многочисленные заимствования из соседних языков. В культуре также наблюдается значительное разнообразие, связанное с влиянием как восточных, так и западных традиций. Смена исторических эпох и форм самоидентификации. Русские исторически переходили от статуса княжеств к империи, затем к Советской многонациональной федерации, а затем к современной России. Эти политические трансформации затрудняют однозначную идентификацию русских в качестве народности или нации. Советское наследие и понятие русскости. В советский период понятие «русский» стало символом интеграции народов СССР. Это расширило границы термина, включив в него не только политическое, но и идеологическое измерение. Таким образом, русские формируются как сложный и динамичный социальный организм и представляют собой особый тип этнической общности, выходящий за рамки традиционных определений, о которых мы говорили выше. Так что же такое русский? Арнольд Тойнби, 1889-1975. Британский историк и философ, прославился трудами, посвященными анализу цивилизаций. В своем монументальном произведении «Постижение истории» он изучил 21 цивилизацию, пытаясь понять закономерности их подъема и падения. Тойнби видел цивилизации не как географические или национальные сообщества, а как культурные системы, связанные общими традициями, языком, религией и идеями. Он рассматривал цивилизацию как живой организм, который проходит стадии рождения, роста, зрелости и упадка. Цивилизации возникают, когда общество находит успешный ответ на сложные вызовы, например, природные бедствия или внешние угрозы. Если обществу не удается справляться с новыми вызовами, оно вступает в фазу упадка. Например, античная цивилизация была вызвана к жизни необходимостью освоения Средиземноморья и пала, когда ее элита утратила связь с обществом. Тойнби признавал славянскую православную цивилизацию как отдельную, учитывая ее отличия от Западной Европы, глубоко связанные с религиозной и культурной традицией. Американский политолог Сэмюэль Хантингтон 1927-2008 стал широко известен благодаря своей теории, изложенной в работе «Столкновение цивилизаций». Хантингтон искал ответы на вызовы, возникшие после окончания Холодной войны, объясняя мировой порядок не с позиции идеологии, а культур и цивилизаций. Для Хантингтона цивилизации – это сверхэкнические объединения, связанные общей культурой, религией и историческим опытом. Среди ключевых цивилизаций Хантингтон выделял западную, исламскую, китайскую, православную и некоторые другие. Он причислял Россию к отдельной православной цивилизации, подчеркивая ее самостоятельность на фоне цивилизации Запада. И Тойнби, и Хантингтон независимо приходят к мысли, что русские, или более широко православные славяне, представляют собой отдельную цивилизацию. Это обосновано следующими факторами.
Духовная основа. Русская цивилизация является главным оплотом православия, которое исторически сформировало ее культурный и ценностный облик, выделяя ее как отличную от католического и протестантского Запада. Язык и культура. Русский язык и культурное пространство, литература, философия, искусство служат ключевым фактором объединения миллионов людей за пределами самого российского государства. Имперское прошлое. Российская государственность исторически сочетала этническое многообразие и единый культурный вектор, что позволяет ей восприниматься в качестве полноценной цивилизационной системы. Геополитическая уникальность. Россия объединяет элементы Европы и Азии, что делает ее трансконтинентальной цивилизацией собственным уникальным историческим путем. Тойнби видел в русских самобытное культурное пространство, созданное в ответ на сложные вызовы восточноевропейской равнины. Хантингтон же определял русских как часть православной цивилизации, ведущей самостоятельную историческую и политическую линию. Если же отвлечься от западных теорий цивилизаций, представленных Тойнби и Хантингтоном, и обратиться к историческому опыту самой России, то мы увидим, что на протяжении практически всего времени своего существования русская цивилизация воспринимала сама себя не иначе как уникальное явление, балансирующее между Востоком и Западом. Это ощущение самобытности отражено в ключевых этапах нашей истории, культуре, философии и государственности. Еще с этапа крещения Руси в 988 году русское государство видело себя прямым наследником Византии, что позже стало основой концепции «Москва, Третий Рим». После падения Византии в 1453 году Россия взяла на себя миссию хранителя православия, а московские князья утвердили идею, что Москва является ни много ни мало новым центром христианского мира. Петровские реформы, несмотря на частую критику за отход от исконно русских традиций, создали уникальный баланс между восточным и западным влиянием. Начавшееся в Петровскую эпоху активное освоение западной культуры и технологий не привело к разрыву с традиционными ценностями и православной верой. Напротив, это способствовало развитию особого цивилизационного пути России, где гармонично переплелись коллективистские традиции Востока и западные идеалы прогресса. Этот уникальный синтез стал отличительной чертой российской цивилизации и определил ее дальнейший исторический путь. В XIX веке концепция русской самобытности получила глубокое философское осмысление в трудах выдающихся отечественных мыслителей, среди которых особенно выделяются Николай Данилевский и Константин Леонтьев. Именно Данилевский в своем фундаментальном труде «Россия и Европа» выдвинул и обосновал идею о России как об особом цивилизационном типе, принципиально отличном от западного. Развивая эту мысль, он видел историческое призвание России в создании уникального культурного пространства, основанного на славянском братстве и православных ценностях. Что же касается советского периода, то здесь мы можем наблюдать попытку создания принципиально новой наднациональной идеи, в рамках которой СССР формировался как новый центр социалистического мира, продолжая линии универсализма русской цивилизации. После распада Советского Союза русская цивилизация вновь обращается к своим историческим корням, которые объединяют православие, культурное богатство и сильную государственность. Сегодняшняя Россия на международной арене рассматривает себя как независимую цивилизацию, способную за счет своей внутренней энергии задать новый вектор развития человечества, направленный в сторону избавления от диктатуры финансового капитала и формирования системы нового свободного многополярного мира.
Так что, друзья мои, как вы уже, наверное, поняли, русские – это не нация, это цивилизация. Причем особая цивилизация. Но об этом я расскажу как-нибудь в другой раз. И да, отвечая на поставленный в самом начале вопрос, был ли Пушкин русским, я вам отвечу. Да, был. Как и всякий, кто является частью русского цивилизационного пространства, разделяет его традиции и идеи. Быть русским – это главным образом состояние души, связанное с принятием определенных ценностей, чувство принадлежности к большому, общему, глобальному. При этом никто вам не запрещает быть представителем любой народности, расы или вероисповедания. И в этом подходе никакой вражды и противопоставлений. Есть только богатство и сила единства, которое строится на принятии и взаимном уважении. Таким образом, быть русским – это не вопрос крови, а осознанный выбор быть частью великой духовной общности, сопричастность к глобальной исторической миссии и воля к созиданию единого светлого мира. И да, я все-таки настаиваю. Даже в моем латвийском паспорте в графе гражданства не написано, что оно латышское. Иначе бы они написали латвiešu. Там написано латвиес, то есть латвийское. Господи, а может, я все-таки латыш?